What your problem, motherfucker. Говнорок. Ну нельзя говорить тёлки, суки. Кто вас туда пригласил? У нас искренняя беседа, я, может быть, нигде это не рассказывал. Мне показалось? Шутка удалась, да. Очковать не нужно. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Вы сюда пришли пешком из дома, я правильно понимаю? Да. А вы слушали музыку, когда шли? Иногда слушаю, иногда нет. Иногда просто ищу ее, что ли. Глядя по сторонам. Да, да, ну, выхаживаешь, там с тем или иным ритмом идешь, вот какой-то взял бит такой, шага, и что-то там начинаешь про себя там сочинять, выдумывать. Это всегда интересно, наблюдая прекрасные декорации нашего города. Такой интересный маленький концерт. Как вы относитесь к понятию говнорок? Говнорок нормально. Почему нет? Есть и говнорок, есть и говнорэп. Не-не-не-не-не. Под говнорэп, смотрите, Да, речь да, не да. о качестве, а вот в какой-то момент русский рок стал настолько унылым, настолько не цепляющим и не заставляющим тебя двигать, согласен. что изобрели такой жанр — говнорок. Ну, согласен, но не то чтобы говнорок, но кризис жанра налицо, да. Вот последнее нашествие, да простят меня, и я вот все это тоже слушал, и малую сцену, и большую, и как-то все немножко уныло стало, да. Как-то вот... Поэтому, может быть, сейчас такой взрыв рэп-культуры в стране. Ну что, российский рок, он переживает не лучшие времена, это точно, да. Очень все так заезжено, и как-то нет таких прорывов, свежака. Ну, это в нас, наверное, нет. Надо начинать с самих себя, прежде всего. Но просто вот сама себе... Волна, она немножко так достигла... С чем вы это связываете? Достигла дна. Ну, это связано со многими причинами. В принципе, как тебе сказать, вам, да, Юрий Александрович? Вы да, договорились. Да, и не материться. Это да. была не моя просьба. Да. Ну, хорошо, да. Юрий Александрович, любая идея, да, она... Вот идея вот этого рока, я помню, 80-е, просто мы все горели этой идеей, что вот... Помнишь, у меня еще была песня, там, «Взойдет звездой русский рок», там, такая глагольная рифма. И вот это ощущение свежака, вот этого нового, свежего, это очень было сильное. Ленинградский рок-клуб. Но любая идея, понимаешь, когда она воплощается в жизнь, политическая, кстати, вот, взять там коммунизм, демократию, любую вообще концепцию, она, притворяясь в жизнь, теряет свой ореол какой-то. И она становится такой немножко утилитарной, и когда она уже в реальности существует, начинается какая-то возня подковерная, там, кто-то начинает ковать бабло, кто-то успокаивается, начинается стагнация. Но это во всех сферах человеческой деятельности существует, не только в искусстве. Вы на себя, ну конкретно на И группу... все умирает. На группу ДДТ вы никогда не примеряли понятие говнорок? Когда вы записали альбом и думали, блин, что-то уныло. Я скажу вам, что очень много говнорока у нас в корзине просто. Ну да, когда ты чувствуешь, что песня, да, немножко попахивает нафталином или там чем-нибудь похлеще. Да, бывает, конечно. Мы к себе, ну, я к себе отношусь очень весьма иронично, наверное, вы это знаете. Никакая не звезда. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Я смотрел одно из ваших недавних интервью, в котором вас спросили про успех группы «Ленинград». И в вашем ответе мне показалось такой некая досада за то, что эта группа сейчас, по сути, главная рок-группа в стране. Мне показалось? Нет, ну, мне они никогда не нравились. Они же давно уже живут. Как бы я всегда в этом, ну, слышу мало музыки очень. Мало рока, больше попсы такой. Но, как сказал Дудки Николай разве попса? Бердяев, знаете, он хорошую фразу сказал: «Склонен наш народ к оргиям и хороводам». И вот эти оргии и хороводы, взять там съезды партийные или там концерты группы «Ленинград», вообще, ну, это очень как бы все вместе. И вот это все как-то нет в этом, ну, того, что мне необходимо в музыке, в посыле, в каком-то интеллектуальном, что ли. Вот. Вообще есть два типа культуры. Дионисийский и аполлонический. То есть об этом еще писал Гегель, Ницше. Вот аполлонический вот путь, да, в культуре – это
торжество духа, интеллекта, это, понимаешь, там светлый разум. И такого искусства очень много. А дионисийство, ну, Дионис, это вакханалия, это ужас бытия, тьма, это физика, это стихия жизни. И если брать творчество Шнура, я ему могу объяснить про него, это как раз дионисийство чистой воды. И, в принципе, ничего, наверное, в этом плохого нет, потому что аполлоническое искусство, оно в какие-то времена терпит крах, оно начинает опять стагнировать, застывает вот в этом торжестве, понимаешь, интеллектуализма. Оно становится пресным и в этом даже пошловатым. И появляются такие люди, которые просто это начинают рвать просто. Козлорогие паны с голыми нимфами, рвать эти все благородные устои, каноны. И в этом тоже что-то есть, безусловно. Это всегда было в искусстве. А вам не кажется, Но мне кажется, и мне больше нравится, когда и то, и другое есть в творчестве. И аполлоническое, и дионисийское. Разве Rolling Stones и AC/DC по-прежнему катают по всему миру и собирают в том числе молодую У аудиторию? них Не потому, что всё-таки они дионисийские и в карнавалы, рок-н-ролле и этого оргии. очень много. Поэтому много рок-н-ролла мне поэтому, может быть, и не нравится. Ну, позвольте мне иметь свое мнение, да, Юрий Александрович. Когда у вас отношения со Шнуром испортились? Да у меня никогда с ним никаких не было. Я вчера вот посмотрел, мне показали, он что-то там набрякал, но... Я просто очень не люблю людей, которые начинают учить. ДДТ это абсолютно как Шевчук стал каким-то вот так, это нужно, этак. Но он как-то очень странно апеллирует, что ты там нас учишь, там, что ты там... Так, это знаешь, вот как иногда, вот я часто бывает, там, ты встретишь какого-то дурака, пытаешься что-то ему там сказать хорошее, а он говорит, что ты нас учишь, там, ну, как-то в этом, что ты самый умный, что ли, там, ну, как-то вот это стиль речи такой, он очень такой, ну, мягко говоря, урловатый такой, да. Юрий Иванович, ну, Не знаю. не мне, конечно, вас судить, но мне кажется, это ревность. Нет? Нет никакой ревности. У нас полный Человек зал. хоть что... Нет, Полный тем зал. более странно Ты видеть. посмотри, никакой Он ревности последний нет. человек, который делает хоть что-то, чтобы молодые люди не читали поголовно Старик, рэп. мат, мне никогда не нравился на сцене мат. И дело тут даже не в этом чуваке. Вы певец русской души. Вдруг- Русская душа без ну, мата невозможна. Возможно. Абсолютно возможно. Русская душа без мата. Понимаешь, это вот сейчас нынешняя тенденция, я вот говорю молодым, это какое-то упрощение. Упрощение гражданского общества, там начальники, подчиненные, там никаких других вещей уже не существует. В культуре, в рок-культуре, в рэп-культуре тоже очень много упрощения, понижения языка. А вот мат, это, понимаешь, язык чувственный, очень эмоциональный. Но я не согласен. Вот Мирон, по-моему, да, сказал, что это жемчужина русского языка, Да. как вы... А нецензурная брань – жемчужина великого русского языка. Окей? Иногда можно, но не каждый день, не с утра до ночи. И, понимаешь, ну вот это все засилие мата меня, конечно, просто, конечно... Мне очень это не нравится, скажу вам. Очень не нравится, потому что от этого тормозит развитие русского языка, потому что это упрощение, это банально очень. Это и, кстати, вот мат, это, если можно сказать о русском языке, это эмоциональные пики, да? И когда на этом эмоциональном пике человек все время говорит, то, в принципе, эмоция теряется, и она сама себя убивает. И получается, что ты уже, как художник, уже не можешь этих пиков достичь, которые необходимы тебе в дальнейшем. Ты просто все утилизируешь. И это очень серьезная проблема. Знаешь, какая проблема всегда, когда мы снимаем, и я за рулем? Сторона нерабочая. 2 недели назад я не умел заправлять сам без помощи чьей-либо, но сгонял в Исландию и научился это делать, потому что там заправщиков нет. Ксюха, Пока я набираю. антифриз. Антифриз там был. Не антифриз тебе нужно, не замерзай. А какая разница? Вот это Есть вот. разница, да? Братан, ты чего? Благодаря моим новым корешам из Альфа-банка и их карте кэшбэк заезжать на заправки стало вдвойне приятнее.
С каждого чека на АЗС, любой АЗС, Альфа-банк возвращает 10% обратно на счет по карте кэшбэк. Хотите платить за бензинушку, как до кризиса, и оптимизировать повседневные покупки? Бежим по ссылке в описании и заказываем карту от Альфа-банка. Давайте перенесемся в прошлое. У вас есть одна песня, которую знают все поколения. Как минимум одна песня, которую знают все. Песня «Что такое осень?». Осень мне бы прочь от земли. Да. 1991 год. Как так произошло, что эта песня, которая, в общем-то, стала главной в истории группы ДДТ, появилась? Где вы гуляли? По какой части Петербурга? Что... Я ее написал на кладбище в Александр-Невской лавре. Это рядом с вашей квартирой коммунальной тогда? Что? Да, коммуналка была на Сеновской, 20 метров, да. Это прожил много-много лет, и там мы гуляли, потому что на кладбище хорошо, одиноко очень, есть о чем подумать, хорошо. Я туда часто ходил, да. Сидишь, возьмешь бутылочку, мы с другом Сергеем Броком, и философствуешь о бренности бытия. Так, это приятно, да. Так, и что именно в тот вечер, тот день происходило, что Я не родилось? помню, что происходило. Ты же не понимаешь, как она рождается. Но в этом что-то было. Какое-то было состояние такое души, наверное. Но эту песню мы потом долго и не пели, потому что она уже действительно из каждого утюга. У вас бывало, что вы испытывали прям тошноту от того, что вам надо ее играть? Знаешь, вот у нас искренняя беседа такая, да. Я, может быть, нигде это не рассказывал, но я прекратил петь как-то вот после первой Чечни, потому что 95-й год, ну, неважно, многие об этом знают, и там парень один умирал, понимаешь, вот буквально в смысле слова, умирал молодой парень, там, и ко мне подбежал его друг, это было около больнички. Там, В Грозном? Да, и говорит, там, Вася умирает, Юрий, он всю жизнь мечтал, чтобы вы песню «Осень» спели. Ну, и подошел, спел. Он умер. Ну, еще после этого я как-то... Ты знаешь, это... Ну, как-то у меня не пелось оно очень долгое время. Я там по-разному от нее отстранялся, но как песня-то неплохая, в принципе. Что же будет с Родиной с нами? Но какие-то вещи, знаешь, есть такие внутренние, без которых ты просто не можешь что-то делать, да. Очень это все глубоко и серьезно. Я не знаю, в курсе вы или нет, но сейчас в России просто мания видеоблогинга, и в том числе влогинга. Это когда люди сами себя снимают, живут в формате дневника и снимают все, что Тебе это происходит не чуждо. вокруг них. Тем не менее, многие удивятся, но Юрий Шевчук один из первых и самых известных влогеров 90-х годов. Потому что ваша поездка с любительской видеокамерой в Чечню в 95-м году, ну да, это было, абсолютно легендарная с точки зрения журналистики штука. Начинается серьезно. Как появляется оружие, так все начинают почему-то немножко улыбаться. Так, ну все нормально. Нервно. Камера и гитара, да. То, чему я удивился больше всего, меня совершенно не удивляло, что вы бывали в Чечне. Это, в общем-то, известный факт для тех, кто там группой ДДТ и вами интересуется прям совсем по касательной. Но меня удивило то, что это же реально было чуть ли не через неделю после ввода войск в Чечню. Да. А как вам пришла эта идея Сидел, как все. в Питере? Да, в Питере на кухне. Включил ящик, и там такое просто... Какое? Бойня. Вот перед Новым годом. Позвонила у меня друзья вот в МЧС. Очень хорошие. У меня много друзей вот служивых таких. Я их люблю очень. Потому что прекрасные люди. Ну, на них Россия стоит. Как бы там, что бы ни говорили, да. И многие служат, как все говорили, в Чечне и в других местах, служим России больше некому. Да, это приятные люди, очень прекрасные. И позвонил в МЧС, и они попросился в Чечню посмотреть как художник, потому что мне было невыносимо это все наблюдать. Ну, такой был очень порывистый чувак, да. И через 2-3 дня я уже бортом... МЧСовским из Чкаловского? Да, уже был в Моздоке, да. То, что я увидел, я этому не рад абсолютно. То, что я пережил, прочувствовал.
Ну, не знаю, я оттуда вернулся другим человеком абсолютно. Если раньше у меня были какие-то иллюзии о власти, о народе, о том, о сём, да, какие-то иллюзорные какие-то мысли о какое-то братстве, равенстве, демократии. Здесь я понял, что нам до этого так далеко. Потому что война, понимаешь, это уже, я там понял одно, что это следствие вот того зла, которое копится в мирной жизни. Это очень такие вещи. И сколько там наблюдал трагедии и так далее. Я не понимаю связи с демократией. Многие Ну, демократические... я понял, что эта власть ничем не лучше другой. Что такие же монстры, такие же вот просто люди, для которых, человек ничего не стоит просто. Потому что война – это острие, где все это прекрасно понимаешь. В мирной жизни такого нет. Когда я вернулся из Чечни, я ахнул. То есть, понимаешь, у меня еще грязь там чеченская на ботинках. И я прилетаю в Москву, тоже Чекаловский. Я еду к другу, я пообещал там пацанам пивка попить за их здоровье, да. И просто всем пофигу. Все ходят, гуляют. Послевоенный сидят синдром называется, кажется. Да, все сидят в барах, гуляют, смеются, а там людей убивают. Тут просто 2-3 часа лета убивают людей со всех сторон просто, месиво. А тут, понимаешь, ничего. Конечно, синдром я получил такой, Юрий Александрович, что приходил в себя очень долго. Как да. вы приходили? Вы бухали тогда? У меня друг афганец, Миш Марусанов, он такой уже, он все это пережил 100 лет, там, 100 раз. Он меня взял за шиворот, я бухал и плакал, вот честно говоря. Да мне все это снилось, я не мог спать, да, бухал и плакал, и он меня взял за шиворот, у меня не было дома в деревне, как сейчас есть, увез там к себе в деревню Подсков, оставил мне бутылку водки, мешок консервов, сказал, сиди здесь, пока не выздоровеешь. Я вот в лесу в этом сидел и написал, ты знаешь, вначале меня, конечно, там сильно так корежило, но потом как-то природа, лес, небо, весна как раз, март был, и как-то, знаешь, и какая-то вдруг наступила такая жажда любви, такой очень серьезной какой-то, вот спасение в этом. И первая песня, которую я написал, с «Любовь». «Любовь». Па-ра-ра-ра. Вот это первая песня после Чечни. Не про войну, а именно любовь. И она как спасла меня, что ли. Мы ее до сих пор поем, да. Есть совершенно видео, которое меня просто повергло в крайне сильные эмоции. Смотрите, там есть вот это видео. С города Калининграда. О, Калининград. Очень приятно. Из Питера. Оренбург. Урал. Конго. Оренбург. Шкала, Мариэл. Вы выходите и говорите, так, мужики, давайте на память назовите, кто из какого города. И там молодые лица говорят, я из Татарстана, я из Питера, из Волгограда, Да, я из помню, Тулы и всего остального. А я слышал, что потом только один из них вернулся живым. Да, и мы с Сашей, и мы это все показывали, и потом нам очень много писем приходило, потому что от матерей, от жен и от родителей, и мы, как бы, знаете, просто всем отправляли эту запись, да. Потому что это единственная память, которая у них осталась, да. Все, кроме одного, погибли. Да, 1-2, я вот точно не помню уже, да, погибли, да. Буквально день-два. Ты не представляешь, я прилетел в Моздок, там вот под этим унылым кавказским дождем и туманом сидел целый полк ВДВ. Молодые пацаны, не обстрелянные. Сколько раз вы стреляли? 1 раз в воздух. Вот мне отвечают пацаны, и они в Чечне. Ну как это так? Ну это же уже Ельцин, там демократия. Ну как это так? И я ночь стоял под дождем, им расписывался на военниках: добра, удачи, там добра, удачи, там все, будет мир, все, вернешься домой, туда-сюда. Потом, когда я был в Грозном, около больнички, мне показали там вот просто целую кучу этих военников, пробитых пулями там в крови. И там мои автографы: добра, удачи. То есть это парни, которые погибли? Погибли, да, буквально через 3-4 дня, да. Есть момент самый тяжелый эмоционально у вас там? Ну, проще говоря, самый у вас был хоть тяжелый, какой-то мы жили в палатке МЧС, один парень, ну где-то нашел, знаешь, в армии как
тот всегда выпить найдет. И он просто, он зашел в палатку просто. Вот такой, да, вот паренек, все, отдавал мне автомат, патроны. Блин, говорит, все, дядя Юра, заберите, я не хочу воевать. И просто плакал, мы его успокаивали, с другой стороны, кошки на душе. Блин, думаешь, ну стыдно, блин, просто. Вот просто перед ним за все, что творится, и так далее. И еще один случай был. Он выжил? Я не знаю. Я не знаю. С такими... Понимаешь, хороший такой умный, как бы уже поживший командир, он просто... Он вообще знает, кто погибнет, а кто нет. Ну, по глазам видно сразу. Вот, это еще случай? такой опыт. И случай один. Милиционер, вот не скажу, мент из Иркутска, следак, приехал в Моздок, прилетел и ночевал у нас в палатке. Ну, когда еще мы в Моздоке были. Потом он рванул уже в Грозный, там, с конвоем. Он с фотографией сына бегал. Вот моего сына сюда забрали. Там, ребята, вот как его найти? Вы не видели? Не видели? Он там ВДВ такой-то там. Полк. Мы говорим, нет, не видели, отец. А что? А меня, говорит, жена послала сюда. Говорит, вот без него не возвращайся. Я, говорит, хочу, как вы думаете, хочу сказать, чтобы я вместо него воевал, а его домой отправить. И, ну, просто, знаешь, невероятные были какие-то вещи творились. И он так, я тоже не видел и не знаю про него ничего. А меня, говорит, жена домой не пустит, все. И вот с этой фотографией, да, его все на часть посылала там, на 3 буквы. Он просто, он в беспомощности, такой здоровый мужик такой. Душа такая крутая, видно просто. У вас хоть раз была истерика непосредственно там? Да, была. Как она проявлялась? Ну, когда я видел одного командира, такого циничного, генерала одного, который там, знаешь, так вот, плотно поев, там, Как в фильме «Война»? пощупав официантку, да, там, знаешь, там люди-то бухали, многие в Моздок приезжали, получали награды боевые и уезжали в Москву. До Грозного... Тем, кто не понимает, Моздок — это не Чечня, это Да, Ингушетия, да, это соседний да. район. И как бы, и вот такая харя, блин. А что, говорит, солдат, да то и солдат, чтобы погибать, блин. Ну, я ему вмазал там, да. Вмазали? Ну да, потом чуть до дуэли дело не дошло, да. Ну, мне там, это уже, по-моему, после Грозного было, да, я возвращался, мне подарили ТТ, ну, чтобы застрелиться, если в окружение попадешь. И у меня была ТТ и граната. Или взорваться. Потому что в плен лучше не... Когда такие войны гражданские, в плен лучше не попадать. Почему? Потому что будут... Ну, что уши отрежут, ног, член, там, будут мучить. Но это лучше подорваться, да. Потом я все выбросил. Но дело не в этом. И вот тут был такой у меня момент, да, я их хотел убить просто. Единственное, кого я хотел убить, и один раз стрельнуть, это в этого козла, да. Я правильно понимаю, что вы должны были выступать уже в нулевые, когда войны вроде закончились, на стадионе «Динамо» в Грозном? Да, чуть ли не я на там том же бродил, мероприятии, да. где убили Кадырова-старшего. Да, мы говорили. Я же в Чечню много раз ездил. И не только. Но я хочу сказать, что да, я по этой трибуне прогуливался, да, там, где как раз Ахмата Кадырова вот подорвали, да. И мы хотели там сделать вот большой концерт мира, там, ну... Но не в этот же день. Ну, это было в мае, да, не в этот позже. же день, но мы хотели вот в эти дни сделать концерт, да. Там и чечены были, наши были там, ну, все как бы уже... Все дело шло к миру, и мы вот хотели там сделать этот концерт большой, очередной мира, ну, как-то вот, чтобы... Ну, пригасить немножко эту взаимную ненависть, боль, потерь, страх, потому что очень много же мирного населения погибло. Я ж там даже вот МЧС, там, санитаром немножко там работал. Мы возили вот раненых чеченских бабушек там в Моздок тоже на вертушках, там, во Владикавказ возили, там очень интересно, да. Ну и грустно очень. Представляешь, бабушка лежит чеченская, у нее авоська, а там крышка от чайника, блин. Все, что у нее осталось, блин. За всю жизнь ее работы просто вообще все. Но тоже не для слабонервных. Зрелище такое, да. Ну, в итоге фестиваль этот отменили, потому что взорвали стадион. Да, и, ну, да, наверное, да. Смотрите, помимо Чечни, у вас еще есть Сербия,
во время косовского конфликта. Сербия, да. И Таджикистан. Да. Блин, а туда-то зачем? По Чечне Ну, нет вопросов, это родина. Я ездил к служивым, Юрий Александрович, потому что тогда армия была в полнейшей, кромешной такой жопе, блин. Не было там, ну, просто, ну, что, если в Чечне там бойцов одевали в телогрейки 42-го года, за рукав рвануло, он оторвался просто. Я видел там тушенку, черт знает какого года, там, вздутую там какой-то квашеной капусты, там жрали черт знает что. Помогала вот благотворительность там и так далее. Вообще ничего не было. И там, и сям я ездил к служивым, потому что армия тогда была в самом тяжелейшем положении в стране. А в Югославию ездили к нашим, ну, то есть к нашим войскам, мы которыми туда ездили, то ли прежде всего, Евкуров, то ли кто-то командовал. просто рубиться за мир, да. Мы там играли в Белграде, концерт был прерван налетом авиации натовской, помню, там все разбегались. Но интересно было. И вот этот налет тоже, знаешь, красивейший Что город. вы играли тогда? Ну, «Не стреляй» играли, там, «Пластон» играли, там, ну, какие-то песни мира, да, и вот это стоишь там, вот просто в гостиницу мы там залетели, и как бы смотришь, что весна, город прекрасный, и вдруг там, и вот какое-то здание просто при тебе падает, там рушится. Какой-то невероятный Армагеддон такой, блин, да. И весна такая прекрасная, красивая, и думаешь, боже мой, как же это все так вот происходит в жизни. Да. А войны отличаются чем-то друг от друга? Да, безусловно. Чем? Чем Таджикистан, Югославия, Афган и Нет, это все Чечня? гражданские войны. Ну, есть война, когда уже на нас точно напали, да, там, какое-то спасать отечество и так далее. Ну, ты знаешь, вот, я хочу тебе сказать, что, вот опять же, цитируя своего любимого Николая Бердяева, он хорошо сказал, что в глазах российских солдат я не вижу глаза убийц. Это тонкие вещи. Вот в миру ты идешь по улице, ты видишь больше глаз убийц, чем в глазах воина, когда действительно он еще дрался за отечество, за правду. Это такие тонкие вещи. Вот тех ребят, с которыми я дружу и знаю, у них нет глаз убийц. Это прекрасные парни, но они воины, да, это другая жизнь. Но зло в мирной жизни. Война – это следствие. Следствие. И война, с другой стороны, как бы там сейчас меня не ругали, ну, я, в принципе, пацифист, но, с другой стороны, война – это, она проявляет человека, конечно, как ничто другое. Я видел там такие торжества, высоты духа просто, понимаешь? Такую храбрость, смелость, такие личные качества. Вот человек, вот смотришь, он вот здесь в быту никто. Одет не модно, там какой-то Петрович, знаешь, работяга. А вдруг он там раскрывается и задруги своя, и ведет себя благороднейшим образом. И храбр, как просто как дьявол. В лучшем смысле этого слова, прости Господи. Ну, как-то вот, понимаешь, она раскрывает. Если вы заслуживых, Да. почему вы не ездили ни на Донбасс, ни в Сирию? Нет, сейчас нет. Все. Ну, с меня хватило, Юрий. Вторых, нет. Ну, сколько можно? Ну, что же. Да я уже побывал Хемингуэлем, да. Но, с другой стороны, да, получил по башке и по душе достаточно. Да. То есть речь о возрасте, а не о характере этих войн? Не о возрасте, я знаю, что уже там ничего такого нового. Не то, что я не за новым же езжу, ну, просто, ну, не знаю, Юрий Александрович, вот как-то у меня уже туда ноги в ту сторону не идут уже, да. Картина. Картина это... Это кресты. Да. Я, как человек, выросший на сериале «Бандитский Петербург», Ну, одно время догадался. я вообще много выступал, и ДДТ, мы благотворительно занимались, ездили по лагерям, по тюрьмам. От тюрьмы и сумы не зарекайся. А это, в общем-то, не так давно. тем более в Был России. случай, играли в крестах, большой концерт, все заключенные, часть их сидела там в уголке в этом, как они называются, уголки эти, культуры. Да, Типа актовый зал. Да. А остальные слушали по радиоточкам. Мы
когда я выходил уже из тюрьмы, вот все заключенные, они как бы мне что-то кричали, аплодировали. Я вышел, вот прям перед ними поклонился. А Это они было такое, из-за как- решетки вам Они из-за кричали? решетки мне аплодировали, кричали: «Юрак, держись, давай, спасибо, все». Ну, в общем, так вот, да. И местный художник в крестах сидит тоже давно. Такой, да, мужик очень интересный. За что, не знаете? Ой, не знаю. И вот он написал эту вещь такой, да. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. В 1996 году вам, как и более-менее всем русским звездам музыкальным тех времен, предлагали участие в турне «Голосуй или проиграешь». Турне, где топили за Бориса Ельцина. Да. Вы отказались? Да. Почему? Я приехал после Чечни, это ответ. Как я мог за эту власть голосовать? Не. У меня было собрание с группой, деньги были огромные. Примерно помните, какие? $120 тысяч За- за одну песню. Что? $120 тысяч за одну песню. А Ну вот приехал концертов куда-то же- в город, спел вот это «Что такое осень», получил 120 штук, дальше поехал. При цене на квартиру трехкомнатную в Москве $1010. Ну да. Ну помнишь все эти коробки, ксероксы, бабок было море просто. У нас тогда денег было вообще ни копья. Но я ребятам объяснил, рассказал, я говорю, я не могу, говорю, поехать в эту хрень, потому что, это я предам просто людей, которые просто там подыхали. Ну как это? Честно скажите, были те в группе, кто был за поездку? Мы голосовали. Какой счет? Но 3 против 5, что ли. Против 5. Да. При этом я слышал, что вы прям на нуле тогда были. То есть вот было все довольно паршико. В смысле денег. Абсолютно. Ну, я мотался везде там, по этим горячим точкам. У нас, я хочу сказать, что в те года народ жил очень тяжело, и мы, естественно, это все видели. И никаких башенных слоновой кости не жили и не живем. Я хочу сказать, что у нас больше было благотворительных концертов, чем платных. Смотрите, если представить, что тур, например, насчитывал 10 городов, то 10 выступлений приносили группе $1 200 000. Когда? Приносили бы, если бы вы согласились. Ну, да, наверное. Нет, там деньги... Нет. Это было $120 тысяч за 2-3 города, потом еще там, не за один город, нет. По-моему, я не помню эти деньги. А кто-то кроме вас отказался тогда из тогдашних звезд? По-моему, Дима Ревякин. Это группа «Калинов мост»? Да. И все. Я не помню точно. С Гариком Сукачевым был такой прикол. Он согласился, мне рассказывали, где-то в Красноярске, он спустился по трапу. Журналисты, как вам там, за Ельцина? Он говорит, а я не за Ельцина, я за Горбачева. И его там с тура убрали. Да? Было очень смешно, да. Я проголосовал за Ельцина. За Бориса Николаевича Ельцина. Голосовал за ту команду Ельциным и, соответственно, за мэра столицы Лужкова. Встреча с Владимиром Путиным в 2010 году. Ожидал этот вопрос, да. Для начала... 2 чувака поговорили, что такое. Будет марш несогласных в Питере. Он будет разгоняться или нет? Почему? Вот я хотел... Юра, дорогой, я иду на марш несогласных. Нет, секундочку. Сейчас я иду на марш несогласных. Нас 500 человек. 2500 ОМОНовцев. Можно подискутировать. Кого-то убили. Я внимательно слушал и не перебивал. Если вам честно сказать, то... Там интересная среда была. Сейчас, да, я хочу вас спросить про среду, но вы же понимаете, что для кучи народа Юрий Шевчук мало известен как Юра-музыкант, он известен как человек, который не зассал. Один из немногих, кто не зассал поговорить, как вы сами выразились, 2 чувака. Это не очень принято у нас. Для начала давайте восстановим. Кто вас туда пригласил? Кто собирал всю эту творческую интеллигенцию? Была встреча, был благотворительный концерт, который организовал фонд Чулпан Хаматовой. Я с ней дружу, и мы всегда помогаем. Мы собирались деньги на детям больным лейкемией, онкологией. И до этого было много концертов. Денег не хватало, конечно, для клиники. Давайте коротко скажем, Да. просто чтобы долго... Чулпан Хаматова. Коротко про другое. Это правда, что вы один из основателей фонда «Подари жизнь»? Да нет, я просто помогаю. Чулпан организовала. Когда вам позвонили, вот тот таинственный человек, который сказал... Как раз за день до этого, это меня немножко так
разъярило. Вежливо говорил или дерзко? Вежливо, да. Вежливо. И попросил не задавать. Кириляныч там, да. Владимир Владимирович так устал, там, пожалуйста, не задавайте каких-то вопросов. Я говорю, ну, а смысл тогда, там, помню, в беседе, там, если вопросов не задавать, что, аплодировать, что ли? Что он ответил? Ну, я вас прошу, там, туда. Путин сказал, что это провокация. Вы Нет, допускаете, что это кто-то, не имеющий отношения к Путину? Что вас так Нет, разыграли? голос был такой, знаешь, как бы сказать, такой вежливо-официальный. Этот голос такой, знаешь, официальный, ну, как бы ни с чем не спутаешь. То есть, ну, слушайте, вежливый официальный голос библиотекаря, может быть. Ну, может быть, да. Но здесь как-то все к одному, не знаю. А еще к тому же всем позвонили. А, всем. Да. Мне Тогда потом окей. рассказывали артисты, да. Очень смешно сейчас пересматривать эту запись и Да, особенно смешно. смотреть на лица людей сидящих. Вот пока вы говорили, вы слышали, ну, аромат, извините, и мы не материмся, но подпердывание. Вот то, что кому-то было страшно из тех, кто... Они растворились. Но кто-то мне на ногу отчаянно давил. Леонид Ермольник, очевидно. Да, и говорил... А другой половина лица улыбался Путину. Это, конечно, великий артист. Половина Не, лица. я к нему прекрасно отношусь, но там у него случилось хорошо. Да. Ваша цитата. Не представляете, какая там тяжелая была атмосфера. Да, да. Что именно тяжелое? Охрана меня там сверлила глазами, да, там. Ну, там это так... Ее просто не показали, там. Она там со всех сторон стояла. Там такие шкафы, там, такие, да... Там было, да. И вот как-то вот это вот какая-то робость духа от музыкантов, они как-то вот этот страх, знаешь, такой какой-то непонятка какая-то там. Вот эта чашка в руках ВВП, из которой он ни разу не выпил там, да. Все вот это вот, знаешь, как-то было очень интересно, да. Вообще, это не первый раз, когда, тоже ваша цитата, «Народ и царь, народ безмолвствует». Не первый раз, когда люди, добившиеся колоссальных успехов в своем основном ремесле, при встрече с Путиным, они ведут себя просто абсолютно по-арабски. Меня родители учили. В футболе это очень распространено, и в спорте особенно. Со всеми поровну, со всеми как бы уважительно, и с бомжом, и с президентом. Меня родители так учили. Я со всеми говорю всегда, пока меня не достанут. Достали, да, получайте. А так я вежлив до последнего предела. Со всеми. Так меня родители. Как вы отреагировали? Народ возмущался на переспрашивание, как вас зовут? Политический оператор. Это как вас зовут? Юра Шевчук, да. Юра. Музыкант. Юра, это провокатор. Провокатор. А вы? Ну, Да только там по-честному. кто-то сказал просто, кто-то подхватил там. Ну, это типичная такая фишка. Вы были, Юра, там, ну, на допросах там? Ну, я пару раз был в отделении Вот я милиции, тоже, но я не много, на Лубянке. Ну, был там, может, не так много, но бывал там. Ну, вот тебе следак там 15 раз спрашивают, как зовут, фамилия, имя, отчество, там, чтобы тебя сбить с толку, да. Это типично был такой ход следака, да. Ну, он у него так, в принципе, видишь, все запомнили. Когда вы расходились с Путиным, какое-то было рукопожатие? То есть Они его облепили все, я ушел, все, повернулся. Я не подходил к нему. О чем вы говорили с коллегами после этого? К теми, которые Ни о были на чем, встрече? Ни о чем. Никто не говорил? А зачем? Мне было неинтересно их мнение абсолютно. Я сказал то, что... Ну, я хотел больше сказать просто, но как бы времени не получилось. Во-вторых, Путин как бы так, он молодец. Он держит удар так и нормально отвечал. Местами шутил, да. Ну, то есть, как бы был такой разговор. Нет, и мне об этом было неинтересно ни с кем обсуждать. На следующий день телефон заревел, блин. Мне предложили, сразу позвонили из Конгресса Соединенных Штатов читать там лекцию и так далее, и то прочее. Я сказал, что мы сами без вас, блин, разберемся. Ну, я не сторонник того, чтобы за границей там как бы маму родину так, так сказать... Разбираться надо в своей избе. Полоскать, конечно. Конечно, да. Я от всего от этого отказался. Да. А звонили все. Насколько я знаю, с вами потом вам пришел ответ из администрации президента, где Да, было да, вы телеграмма, передали да. листок Путину. Да, я просто собрал снова газету, у меня там друзья, вот какие-то проблемы. И, кстати, вот какие-то проблемы там, ну, много, целую папку ему передал, каких-то просьб там от кого-то. Я подготовился. И они ответили на это. Да,
То есть вы, грубо говоря, говорите, там, нет свободы слова в стране, и там Да, приводите пример. есть свобода слова. А ответ был такой, да? Да. Но это Ну, типа. конструктивно Но, с были другой ответы? стороны, помогли Дому на горе, который тогда задыхался, вот который мы ведем, да, где излечивается от недуга вот этого алкаши-наркоманы, да, и очень сильную аренду местная администрация задвинула вот этому нашему достаточно скромному сооружению. И просто Путин через год, помог, да. Его администрация, да. Вы в те времена, и вы спрашивали про них, ходили на те самые марши несогласных, которые тогда в последние числа... Все началось с архитектуры. Я как бы, знаешь, на это... Как вы называете, нефтяная... Бутылка с нефтью. Да. Да. Про Охта-центр. Да. И после этого вы втянулись. Ну, не втянулся, а просто-напросто... Но я всегда был в оппозиции. Я никогда не любил начальство. Каким бы оно ни было, и что бы оно там нам не обещало. Мне как-то всегда был, ты пойми, наше поколение рок-н-рольщиков, это свобода просто духа, внутренняя свобода. Но все это знают. И делать из меня какого-то там, я не знаю, марширующего чувака там, это просто глупо. Вот вы... Я всегда был таким. Когда вы отошли от этого? Я никогда не пел, понимаешь, как там, допустим, некоторые мои коллеги там на инаугурации перед какими-то президентами, там, губернаторами. Никогда мы не ездили на Группа Любэ сейчас появилась, корпоративы, там, на это, на все. Мы просто парни такие, другие. Когда вы отошли от этого? Вы были в оппозиционной движухе довольно долго, первую половину нулевых, а сейчас вас там нет. Почему? Как нету просто? Просто, что говорить одно и то же, блин. Сколько можно? Я просто альбом напишу, и там люди послушают. Я выбрал аудиторию, зрителей, музыку, искусство. Потому что, буду я сидеть, как какой-нибудь Шендерович, вот, там, власть, зло, там, или, наоборот, Путин, это наша слава, чудо. И что, на это жизнь тратить? Да я что, идиот, что ли, блин? Я лучше новый альбом запишу с ребятами. Потому что я уже все сказал уже 1000 раз. Ну что, я попугай, что ли, в клетке, блин? Путин идет на очередной срок? Вы этому радуетесь или грустите по этому поводу? Я бы, конечно, как бы никого не учу и никому ничего не советую. Да, кроме Сережи, да. Да, Сереж, привет, да. Конечно, Навального надо допускать к выборам, и нечего очковать этим чувакам. Все равно Путин, наверное, победит, безусловно, но очковать не нужно. Чего бояться Навального? Допустите его, Владимир Владимирович, к власти, к выборам, нормально. Что такого? Все оценят. Будет по-мужски все нормально. Что глушить всю эту оппозицию? Вы поймите одно, что из разницы мнений обо всем в этом мире может только выковаться истина какая-то. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. В 93-м году у вас был концерт на Дворцовой площади, и предание сохранило невероятную цифру. 120 тысяч человек. По данным МВД, да. А расскажите, пожалуйста, попробуйте восстановить чувство человека, который с гитарой выходит, и вот там море людей. И на крышах Эрмитажа, и везде. И даже залезли на Александрийский столб. Хватит вам это толкаться, что же, Я не знаю, как, но это было. Что вы чувствовали? Вам было стрёмно или, наоборот, это эйфория, как от наркоты? Было стрёмно, потому что город дал очень мало милиции. Представляешь, на 120 тысяч было, по-моему, человек 30. И все. И толпа была неуправляема, и начали давить народ. Сзади напирали, и при мне там просто ребята нам помогали, вынимали девушек. Там, слава богу, там одну ногу сломали одному парню, но никого не задавили. И мы поехали после этого концерта на гастроли, и меня просто колотило и трясло. Мы 6 раз играли какую-то медленную песню одну, чтобы успокоить народ. Потому что это Дворцовой, было, да? Одну и ту же или? Одну и ту же, или, я уже не помню, но я помню, что мы пытались все это пригасить. Это было очень. Я потом поклялся себе такого больше никогда в такое не вписываться, потому что чревато. И нам ночью уже позвонили из ГУВД, что никто не погиб. Я перекрестился и допился страшно просто. Но от счастья, что никто не погиб, да. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий.
Последняя тема. Мне не просто про нее говорить, но я очень бы хотел про нее поговорить, поскольку я понимаю, насколько это важная вещь для всех поклонников группы ДДТ, и, в общем-то, не только про них. Я правильно понимаю, что Эльмира Бигбова — главная любовь в вашей жизни? Это... У меня две любви в моей жизни. Эльмира Бигбова и Екатерина Георгиевна. Нынешняя моя любовь. Мне вообще Господь подарил очень сильно. Вот редко очень бывает, что вот еще раз. И я благодарен Богу, судьбе, честно говорю, просто. И это невероятное просто. Но это самое главное — удача, успех в моей жизни. Песня «Актриса весна» написана за ночь. Актриса весна. Актриса весна. Это так? Да, когда Эльмира родила сына Петю. Я бежал в роддом. Эльмира была актриса. И актриса «Весна», да. Мы ее так и звали, актриса «Весна», и я ее так звал. И я вот к роддому прибежал, еще музыки не было, и прочитал этот текст. На весь роддом, да. Он был готов, и вы его я за ночь написал, а утром побежал. Ночью в роддом не пускали. Сколько музыка накладывается на стихи? Ну, как. Зависит от того, насколько ты музыкант. Да. На ту песню? Ну, какой-то вальс, «Весна», да, актриса «Весна». По-моему, сразу, да. Был ли хоть какой-то шанс ее спасти? Нет. Пытались. Ни Израиль, ни Германия в те времена не приостанавливали рак Да, мозга. все документы присылали, рак мозга. Ну вот сейчас от этой болезни умер вот гениальный вот Хворостовский. Рак мозга, да. Что главное, когда ты воспитываешь сына один? И вообще, насколько это тяжело? Ну, я, наверное, не самый лучший отец Пете, потому что нужна была и большая семья, и не только сын. И его воспитывали бабки. Потом я как-то врубился и как-то пытался что-то исправить, да, не знаю, насколько это вышло, да. Там бесконечные гастроли. И времена были такие, 90-е годы, очень безденежные. Ну, представь, в месяц в 92-м году я получал $100. А концерты давали, стадион. Нас все время обманывали. Там, это, то. Но мы как-то на деньги-то и не велись особо. Но это нынешнее какое-то нулевое, оно уже... Вы уже... Почему вы вот так вот на деньгах? Потому что вы родились в эти времена уже. Возмужали и оформились в нулевые, когда как раз был взрыв капитализма, когда нефть попёрла, все. Я вас прекрасно понимаю. И вы согласны, что это неплохо? Да, конечно, неплохо. Но просто мы другие. Мы к этому относились иначе. Вот сейчас, вот, старик, я задумался. Вот пенсия, да, там какая-то, 10 тысяч рублей. Да. Вот как мне всех прокормить? Я впервые, вот последние года два, так репу скребу, думаю, а как вот они все будут жить, и я заодно на эти 10 тысяч. И как задумался о деньгах. А так, в общем-то, все это... Наше поколение другое, идеалистов. Анархистов, идеалистов. Вы долго приходили в себя? И что вам помогло? Всегда, когда трагедия происходит у человека, есть спасительная точка. Что было вашей? Ну, коли честно, вдруг невероятно мне позвонил Стас Намин и поездка в Иерусалим. Ох. Да, вот знаешь, вот как-то вот так сложилось, и мы туда приехали, давали концерт, и я был в храме, гробу Господня, и как-то очень много размышлял об этом, думал, и как-то мне очень это помогло. Вот эта поездка, вот она случилась совершенно неожиданно. И это меня вытащило, да. А вы при этом близки к церкви тогда были? Или Ну, прям... может быть, не так, да. Ты знаешь, в обычно вот нашего человека как бы к Богу приводит, ну, какая-то большая беда или горе. Это обычно так, да. К сожалению, да. Потому что когда ты не видишь уже смысла ни в чем, абсолютно в этом вот мире, где все имеет начало и конец, и не видишь смысла, ты уже в полной пустоте, и тогда ты, ну, кого-то приводит к Богу, кого-то нет.
на меня где-то вот привела. Я просто, нельзя о Боге в суе говорить, ну, в общем, так сказала. Расскажите о своей нынешней музе. Все, что можно рассказать. Она очень не любит. Она прекрасна. Она самая красивая, умница, чудо просто. Прекрасная хозяйка. И она совершенно ненавидит ничего общественного. Вот такого, как сказал один философ, герои почти не остались, остался один только хор. Да, хор, понимаешь, вот в Ютьюбе. Я даже хочу песню написать. И нам, Юра, осталось решить, кто же для этого хора дирижер, допустим, да, главный. Но мы все знаем кто. А вы были вместе? Она не любит вот в светской жизни, так же, как и я. Это замечательно. Да. В 2010 году, когда у вас был баттл с Путиным, вы уже были вместе? Да. Что она вам сказала после этого баттла? Она очень боится за меня. Она мне все говорит: Юр, потише, не говори ничего. Ну, хорош, ну, пой лучше, пой, Светик. Не надо ничего говорить. Не Почему? Надо Женщина же должна восхищать, когда мужчина храбрый. Она за меня очень так переживает. маму можно, но не но женщина. она вот переживает очень, да. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Я правильно понимаю, что это знаменитая штука, на которой... диск и с настоящими автографами всех из Битлов. Да, как вы его получили? Я его купил на аукционе в Соединенных Штатах во время гастролей, да. Купил Битлз, Led Zeppelin и Doors. Там есть автограф Моррисон, там шариковой ручкой расписался, да. Но это редчайший диск, потому что Битлы на коду своего уже существования как группа, они уже очень просто расписывались. А здесь с наилучшими пожеланиями от Битлз, Джордж Харрисон, Ринго Старр, ну все просто. Это один из первых альбомов американских. Вы же заплатили большие деньги за это. Да, весь гонорар там за гастрольный. Еще даже занял денег у моего друга там одного. То есть вы отбомбили 3-4 города в Америке, чтобы купить диски? Да, 3 диска, да. Но я не мог мимо этого пройти. Это же кумиры детства. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Блиц. Я задаю вопрос коротко, вы отвечаете не обязательно коротко. Лучший город России, кроме Санкт-Петербурга? Уфа. Безусловно. Ну, кроме родного, там есть что-то хорошее еще? А родной — это главное. Пойдете ли вы на выборы президента России? Ну, если Навальный будет, пойду. Если нет, нет. Не знаю. Ну, может быть, за Ксению Собчак, что ли, я не знаю, проголосуем. А вы пойдете? Да, я хожу на выборы, потому что для того, чтобы требовать с власти, я обязан проголосовать, неважно за кого. Ну, да, если наверное, я не сходил без уважительной причины, значит, я не имею права с них требовать. Наверное. Это мой подход. Да. Зачем вы читаете рэп? Так это русская частушка. А рэп, это, вот я молодежи объясняю, да? Ну, новый альбом, молодежный. я имею в виду, да. Это очень старая форма вообще музыкальная. Я рэп впервые услышал в 90-м году в Соединенных Штатах. Мы приехали первый раз в 90-м году покорять Америку, как многие, да. Потом с большого похмелья оттуда, полные силы вернулись. И я там бродил по Южному Бронксу с товарищем, и мы там просто напоролись на стаю афроамериканцев, они вот с такими магнитофонами, и читали рэп. На нас наехали ночь. Прям? Мы вдвоем, да, наехали конкретно. Потому что Ты white man, там, what your problem, your bro, motherfucker, там, туда-сюда. И я говорю, I'm Russian. Ну, они так... Видать, совершенно для них было это неожиданно. И как, знаешь, даже подружились, что-то о чем-то поговорили там. Как там в Раше, там, как там Распутин, какой у него член. Их почему-то всех только это интересует. Какой член у Распутина. Но рэп вот первый раз 90-й год. Ну что говорить, уже этой форме 27 лет. Или 30. Поэтому рэп это и русская частушка где-то, и так далее, и то прочее. Мы вообще играем, я как бы не играю рок, ни стиле, ни рэп, ни это, ни то. Но если мне это очень нравится, то я это делаю по-своему. Почему нет? Чего вы боитесь? Маму. Она у меня живая, ей 92 года. Фаня Акрамовна, я тебя очень люблю и очень боюсь. Боюсь не облажаться перед тобой. Мамочка, да, моя хорошая. Она художник, она молодец. Русский рок мертв? В русском роке, как и у нас во всех, очень много
какой-то унылой несправедливости бытия в справедливости небытия. Нормально. очень Ну, сложно, классно, да. да? Классно получилось, да. Последний раз, когда вам было стыдно? Сказал как БГ. Да. Мы, в общем, в одной с ним локации сейчас. Да, да. Последний раз, когда вам было стыдно? Ну, много раз. Много раз. Я самоед в этом смысле. Давайте пример. Неуправляемый характер иногда просто. Ну, я держу себя в узде, ну, вот так, чтобы очень стыдно, вот когда Киркорова обидел. Помните, была там какая-то с ним буча, да. Вы его назвали как-то грубо? А? Вы его грубо... Ну, грубо, да, там даже... Драк была не с ним, с его охраной, но как-то... Мне очень было стыдно, как будто я девушку обидел. Шутка удалась, да, все нормально. Женщина, я вот хочу сказать тоже, вот юным рэперам, да, ну нельзя говорить тёлки, суки. Ну это же комплексы, ребята. Я наверняка знаю, что вам в 8 классе вы полюбили девочку, она вам не ответила взаимностью. А вот это 8-9 класс, сказать, проверяет мужика на какие-то главные качества. Кому там не дали или не ответили взаимность, он пишет стихи какие-то, у него возвышенное, начинает что-то в нем рождаться, а второй пишет, что все бабы бляди. Ну, это просто такая проверочка на вшивость. И вот я смотрю на некоторые тёлки, суки, прости господи. Надо уважать себя прежде всего и свои чувства к женщине. Ответил, поучил. Оказавшись перед Путиным еще раз, что вы ему скажете? Да уже был этот вопрос. У нас он был во всех предыдущих 30 с лишним выпусках. Я ему скажу, Володь, давай выпьем, блин, а потом поговорим. Я тебе все расскажу, блин. Юрий будет дуть будет Юрий. Конкурс, Юрий Леонидович. Мы хотим, чтобы наши подписчики придумали, и не только подписчики, просто те, кто посмотрит это интервью, придумали следующую штуку. У вас есть знаменитая фраза «черный пес Петербурга». Ну, вот так называете. Черный пес Петербург. Да, Петербург. да, Вы называете Питер черным псом. Да. Друзья, напишите в комментариях, как вы называете свои населенные пункты, и в 1-2 предложениях опишите. Ну, сейчас Питер уже не черный пес. А какой? Он черным псом был вот в 90-е, да, таким суровым, голодным, злым, не завешенным никакой рекламой, чистым в чем-то. Можно тогда, те, кто живут в Петербурге, новое название для Питера. Да, а так, кто да, где бы ни жил, да. называйте прозвище для своего города. Да. Что получат эти люди, Юрий Леонидович? Вот это замечательная вещь, честно говоря, от сердца отрываю. Это вся группа ДДТ. Это вы, да? Да, это я тут такой, да, посмотрите. Это очень ржачно. Классный чувак, да. Да. И вот это будет серьезный подарок. Да, это очень здорово. Связала поклонница нашего творчества. В общем, от души. Юрий будет дуть будет Юрий. В чем смысл жизни, Юрий Леонидович? Блин, смысл жизни. Ну, вы, батенька, философ, Не, Юрий Александрович, да. Не буду отвечать на этот вопрос, потому что все, что я бы не сказал, это будет глупостью. Смысл жизни, я хочу сказать, что истинная вещь не застывшая. Она все время меняется. Она неуловима, как мыло в бане. И вот эти смыслы тоже, их все время ловишь, и этим жизни интересно. И жизнь интересна в поисках смыслов. Вот. Истина всегда меняется. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо. Юрий